Мы не избегаем настолько. На квартиру 666. There are people who think 13 is a bad luck number, but it doesn't keep us from helping. It doesn't change the way we build buildings. Некоторые люди считают 13 невезучим числом, но это ничего не меняет, никак не меняет того, как строят у нас здания. Okay, let's go. Ну что, поехали? All right, a few notes about the Russian synodal version. Несколько слов о русском синодальном переводе. Because it is the main version that everyone uses, Поскольку это основной перевод, которым пользуются большинство людей, it's kind of like a cultural mores. можно сказать, что это один из ваших культурных нравов или устоев. Many people just accept it, they don't really know much about it. Многие люди просто принимают этот перевод, хотя мало что о нем знают. So here's some information about it, just so you are Но informed. я хочу дать вам некоторую информацию по поводу этого перевода, просто чтобы вы имели в виду. History. История. It was in 1812 the Russian Bible Society was formed. В 1812 году было сформировано русское библейское общество, или российское библейское общество. And in 1816 work on the first Russian Bibles using spoken Russian began. И в 1816 году началась работа над переводом Библии на разговорный русский язык. This project was supported by Alexander I. Этот проект пользовался поддержкой Александра I. The New Testament was completed in 1821. Перевод Нового Завета был закончен в 1821 году. However, Nicholas I, along with the rest of the state, disbanded the Russian Bible Society. Однако Николай I, а также другие люди, бывшие у власти, распустили российское библейское общество. Due to the rebellious influence the Bible was having on people. Из-за того, что Библия породила бунтарские такие вот настроения среди народа. So it went, the translation of the Bible went silent for a То есть while. на какое-то время перевод Библии был как бы заморожен. Then in 1859, under Alexander II, Затем в 1859 году уже при Александре II work started again on the работа translation. снова по переводу возобновилась. And in 1876, the Old Testament was finished. И в 1876 году был закончен перевод Ветхого Завета. The Holy Synod, the Orthodox Synod, Священный Синод Православной Церкви they approved it, дал свое одобрение, but they did not allow it to be used during church services. но не допустил использования этого перевода на службе, на церковной службе. The synodal version, as you are aware, used old sentence structure. Как вы знаете, в синодальном переводе используется как бы устаревшая система, структура предложения, Which tried to honor what they felt was the beauty of the old Slavonic translation. то есть это когда авторы пытались подчеркнуть красоту вот, древнего славянского языка. But I want you to think about this. Но я хочу, чтобы вы над этим немного подумали. The synodal version was released essentially in 1876. По сути, синодальный перевод вышел в 1876 году. And even when it was published, it was difficult to understand. И даже на момент его печати он был не совсем понятен людям, то есть нелегко его было понять. A professor at the Petrograd Theological Academy Так, например, профессор Богословского университета в Петрограде wrote in 1916 в 1916 году написал, that the synodal version depended on pre-Pushkin language. что синодальный перевод относится к эпохе припушкинского языка, до пушкинского языка, до пушкинской эпохи. Failed to incorporate the richness of the common 19th century Russian. И он не смог вместить в себя красоту русского языка XIX века.
If it was hard to understand back then, Если тогда было трудно этот перевод понять, how much more can it be a problem то today? насколько, наверное, сложнее и проблематичнее, по-моему, понять его сегодня. There are some pluses and minuses with the Sonoma В version. синодальном переводе есть свои плюсы и минусы. One is that it is considered a pretty good translation Но первый плюс это то, что считается этот перевод довольно-таки хорошим, from the texts, the manuscripts that it used. учитывая, какие тексты и манускрипты использовали переводчик. But a problem that it suffers from is that it is an old translation, Но проблема его заключается в том, что это все-таки старый перевод, and we have discovered more manuscripts. We are more clear about different areas of Scripture. но с того времени были найдены новые манускрипты, и некоторые отрывки Писания из-за этого стали понятнее. And the Sonoma version has not updated those new findings. Но синодальная версия не была обновлена в соответствии с этими новыми находками. It's also a plus, as we said, that it's the most used Bible. Еще один плюс синодального перевода это то, что это, как мы уже сказали, наиболее используемый здесь перевод. It means you have more of a connection with other people То who это, use the same Bible. используя одну и ту же Библию с людьми, понятно, что это вас больше объединяет с ними. And it helps to not be confused when everybody's reading a different version. И это помогает избегать путаницы, когда каждый читает свой перевод. A minus is, of course, that it's just more difficult to read. Еще один минус в том, что сложнее этот перевод читается. When you think about how the Bible was written by simple men for simple people, Когда размышляешь о том, что Библия написана была простыми людьми для простых людей, it's not really the best choice. в таком смысле синодальный перевод не является наилучшим. It's lost a part of what the Bible had as its impact. Потому что синодальный перевод утратил вот один из этих элементов, благодаря которым Библия такое сильное влияние на людей оказывала. Another minus is because of its age and because it hasn't really been updated, there are several mistakes in it. Следующий минус это из-за того, что это старый перевод, который не был обновлен. Синодальный перевод содержит некоторые ошибки. Every Bible will have its mistakes. Every translation has its mistakes. Но вообще-то в любом переводе Библии есть свои ошибки. But here are a few of them. Но вот я назову несколько из ошибок. 1 Corinthians 8:3. 1 Коринфянам 8:3. Whoever loves God receives knowledge from Him or is known by Him. Итак, кто любит Бога, тому дано знание от Него, или кто любит Бога, тот познанный. Are those different? Совершенно разное значение. Right? More, I guess, evidence to say that the newer translation is the better На translation. данный момент существует много веских свидетельств того, что второй перевод, этот современный, более правильный. This also, this synodal translation introduces an interesting idea. Более того, вот этот синодальный перевод, он, получается, как бы сеет определенную новую идею. If I love God, He will send to me some kind of knowledge. Идею о том, что если я люблю Бога, Бог пошлет мне некое знание. Maybe we can make that fit. Maybe we can't make it fit very well with the rest of Scripture. И насколько это гармонирует с остальными местами Писания, это вопрос. So this is really the better На translation. самом деле второй перевод правильней. Galatians 5:19. Галатам 5 глава с 19 по 21 Have a стих. list of the works of the flesh. Перечисляются дела плоти. The synodal translates one as hate. В синодальном переводе один из вот этих грехов здесь перечислен как ненависть. But the actual word is На самом деле jealousy. в оригинале стоит слово зависть. There's a difference. Obviously, both are very wrong. Как вы понимаете, есть большое различие между ними, хотя и то, и другое неправильно. But that's not a better translation. Тем не менее, там не то слово стоит. Okay. We already mentioned 1 Peter 3:20. Мы также уже в первый день упоминали 1 Петра 3:20. Is baptism an appeal to God or is it a promise to God? Что такое крещение? Это просьба к Богу или это обещание Богу? The better translation is Лучший an appeal перевод to – God. это просьба к Богу. You are requesting Вы something from Him. просите у Бога нечто.
So these differences show us why it's so important to use at least two translations. Эти отличия показывают, почему при исследовании хорошо пользоваться как минимум двумя переводами. Not because one is necessarily right and one is necessarily Не wrong. потому, что один из них правильный, а второй нет. Because it tells us, hey, pay more attention to this, study this more. Но потому, что именно сравнение нескольких переводов помогут увидеть неоднозначные моменты, которые, возможно, потребуют более глубокого изучения. And it needs to push us to finding out what is that То word, есть what is the это idea. толкает нас на более серьезные исследования того, что здесь за слово, что именно здесь, какая именно здесь идея. Okay. There are currently really only two other modern translations that are widely known in Russian. В русском есть всего два распространенных таких вот современных перевода, новых переводов. The first began as what was known as the боговдохновенным. Первый перевод, он известен как Новый Завет, благая весть. Eventually, they did the whole Bible, and it's now known as the Russian Modern Version. Изначально это был только Новый Завет, затем перевели они полностью всю Библию, и официальное название русский современный перевод. This is published by the Russian Bible Society. Опубликовало этот перевод Российское библейское общество. And its first mass printing was in 2011. И первый раз массовое издательство этого перевода было в 2011 году. But many people are familiar with at least the Благовест New Testament. Но если многие не знают полностью перевод это, то, по крайней мере, знакомы с переводом Нового Завета «Благая весть». The other one is the one we are all familiar with, Второй перевод это тот, с которым мы знакомы, which used to be known as Слово жизни. который раньше было известно как перевод слова жизни. Now it is trying to change its name to the new Russian translation. Сейчас это издательство пытается изменить название этого перевода, чтобы его называли новый русский So перевод. when you look in in the internet on different sites or in your phone on different translations, sometimes it will say Слово жизни. Поэтому, если вы ищете где-то разные переводы в Библии, или в компьютере, или на телефоне, Sometimes it will say the International Bible Society. иногда вы увидите, что этот перевод называется «Слово жизни», иногда называется «Международное библейское общество». But they're going for new Russian translation. Но на самом деле это то, что они пытаются сейчас все назвать новым русским переводом. They began translating it or distributing the New Testament all the way back in 1991. Они начали раздавать Новый Завет еще в 1991 году. However, it has changed a lot over the Но years, с того времени перевод очень сильно поменялся, and they continue to work on it. и они продолжают работать над переводом. We are all familiar with it because it is the modern translation that EEM distributes for free. Мы с вами знакомы с этим переводом, потому что именно этот перевод бесплатно распространяет Восточноевропейская миссия. So we see it at most Church of Christ events that we are all part of. Поэтому на большинстве церковных событий Церкви Христа, когда мы собираемся, мы встречаемся с этим переводом. I like this version. One reason I like this version is because they are still working on it. They are still. Мне нравится эта версия перевода. Одна из причин, по которой нравится, это то, что они продолжают над ней работать. It's constantly being improved. То есть она постоянно проходит редактирование. The latest version was printed in 2013. Последняя версия была напечатана в 2013 And году. they are already printing one that was updated last year. И сейчас они печатают ту, которая была повторно отредактирована в прошлом году. I want to give you a few pluses and minuses of what I think of this version. Хочу назвать вам несколько плюсов и минусов этого перевода. And maybe just of a modern version in general. И вообще современного перевода в целом. Nope. Okay. One of the pluses, I think, is has the greatest impact on new readers of the Bible. Первый плюс это то, что я считаю, что на человека, который первый раз читает Библию, этот перевод произведет большее влияние. We've given this Bible in Kharkiv to many people. Мы в Харькове раздаем эти Библии многим людям. And one person that received it, a friend's wife, shared with us, I'm actually reading this because I can understand it. И вот одному человеку мы раздали этот перевод, и его жена сказала, что мне так нравится, я наконец-то могу прочитать Библию.
And we actually hear that frequently from other people. И мы часто слышим такой же отзыв от других людей. It's helpful. То есть в этом смысле это полезно. That I can open God's word, read it, and understand what Что God's можно word says. открыть Божье Слово, читать и понимать, что там говорится. Sweet. Это функциональная эквивалентность, да? Yes, that's the idea of these Да. translations. Да, идея этих переводов именно такая. Thought for thought. То есть смысловой перевод идет. Try to keep the original, but it's more important that we understand the thought. Попытка соблюдать как бы язык оригинала, то есть максимально доносить его, но так, чтобы не терялась смысл. Если нужно, тогда смысловой делать перевод. Is it more important for the Bible to sound beautiful or to be understandable? Как вы думаете, что важнее для Библии, чтобы когда ее читать, предложение звучало красиво, или чтобы предложение звучало понятно? Of course, we will say, Конечно, мы скажем понятно. but it is hard to use another version when you like how beautiful the one that's close to your heart. Но с другой стороны, поймите, что бывает человеку трудно перестроиться на другой перевод, если ему очень уже нравится, уже запало ему в сердце тот перевод, который он читал до этого. If you hear a new version, you think that's not even the Bible. That's not the Bible. Иногда человек слышит новый перевод и думает, это вообще не Библия. Because that's not what you have grown to know. It's not Потому your что это не experience. то, с чем вы росли, да, это не то, что вот из своего опыта стало для вас Библией. Something else that's really useful about the New Russian translation is its translation notes in the text. Что еще очень полезно в современном переводе, это то, что внизу много заметок есть. It tells you what a denarius is. Например, что такое динарий объясняется. Some Russian synodal versions I know do that as А well. я знаю, что в некоторых синодальных переводах подобные сноски тоже есть. But one of the minuses of this translation is its functional equivalent Но translation, действительно один из недостатков то, что это все-таки функционально эквивалентный перевод, which often relies heavily on an interpreter's interpretation. который зачастую опирается на толкование переводчика. Sometimes I'm reading through the New Russian translation. Иногда я читаю новый русский перевод, I see a very strange decision of way a sentence sounds. и я вижу очень странное как бы, решение переводчика перевести тем или иным способом предложения. So I check the English, I check the synodal version, I После check этого Greek. Я сравниваю его на греческом, на английском языке, в синодальном переводе, затем в греческом. And I think, why in the world did they choose думаю. that? Why did they do that? Но почему они решили так перевести? Вообще, с чего они это взяли? So sometimes it makes it too easy, sometimes it makes that easiness kind of communicates the wrong idea. То есть иногда переводчики настолько упрощают текст, что в результате эта простота доносит совершенно не ту мысль. There are other translations in Russian, В русском языке существуют и другие переводы. mostly New Testament translations. Но в основном это переводы только Нового Завета. They are available online, if not somewhere where you can find Их them. можно найти, если не в печатной форме, то в онлайн, в интернете. So what I want you to understand is that Bible translations are tools. Итак, к чему я все это веду? Чтобы вы поняли, что переводы Библии, разные переводы Библии, это просто инструменты Nothing more. и ничего более. There's nothing that makes the synodal version the holiest version of the Bible. Нет ничего, что делает синодальную версию самой священной версией русской Библии. God's native language is not the old Slavonic Russian. Потому что все равно это не оригинал Божьего Слова, да, старославянский язык. As we all know, God spoke English. Как мы все знаем, на самом деле Бог говорил на английском языке, правильно? That's much easier to understand. Потому что этот язык намного проще понять. Every translation has problems. В каждом переводе есть свои проблемы. And it's up to the Bible student to meet those problems and decide where. Ну а уже задача ученика Библии обнаружить эту проблему и решить, что с ними делать. Personally, I like thought for thought better Мне лично больше нравится смысловой перевод for reading purposes. для чтения. But when I study, I like to use a word for word. Но для изучения мне больше нравится дословный перевод. Thought for thought is excellent because it presents the Bible it tries to present the Bible in the most original way
Смысловой перевод чем очень хорош? Тем он пытается, Библия пытается как бы этот перевод показывает Библию именно в такой форме, в которой понимали люди того времени. But of course, there's the negative aspect of maybe they made the wrong decision in how they did. Отрицательный аспект в том, что переводчики, возможно, выбрали неправильный путь перевода той или иной мысли. In our congregation in Kharkov, в нашей общине Харькова we use the New Russian translation as like our main Bible. Мы используем в качестве главного перевода в церкви новый русский перевод. One reason for that is because it's much easier for me to understand. Одна из причин для этого, это, во-первых, мне легче его понимать. As a foreign, foreigners. Как иностранцу, для которого русский не родной. Another reason is because at our church we often have very new people to the, new to the Bible. А во-вторых, это то, что у нас вообще приходят часто люди, которые как бы сталкиваются с Библией вообще в первый раз. However, we have plenty of people who have had their synodal Bible their whole lives. А если бы у нас было большинство людей, которые большую часть своей жизни читали Библию в синодальном переводе. We have those people, and they use their synodal version. Но у нас есть некоторые такие люди, они как бы приносят все равно с собой синодальный. So we just say what version we're reading from. И просто когда мы зачитываем что-то из Библии, мы просто уточняем, из какого перевода мы читаем. I actually like that because I think it shows people that we're using the Bible as a tool. И мне это даже очень нравится, потому что это показывает людям, что мы используем Библию как инструмент. When I'm preparing to teach, I will have English Bible, Synodal Bible, and the New Translation Bible. Когда я готовлюсь к уроку, передо мной лежит и английский перевод, и новый русский перевод, и синодальный. And then on my screen, I have some sort of Greek reference. А затем на экране компьютера у меня, допустим, греческий какой-то подстрочник. And when questions come up, I start looking. How do these compare? И если возникают какие-то вопросы, я их все сравниваю. And sometimes I'll be teaching and say the Synodal version says it better here. Point that out. И порой во время урока я даже могу сказать, вот в синодальном переводе эта мысль звучит лучше или правильнее. When I'm teaching or preaching in English, sometimes I use my own translation. Когда я проповедую или учу на английском языке, я порой использую свой собственный перевод. I know how it's written in my Bible. То есть я знаю, как у меня в Библии это написано. My study has shown me that maybe a different word is better there. Но затем, проведя изыскание, я понял, что лучше перефразировать немножко текст, подставить другое слово. And so if I quote it, I'll just quote Brandon's translation. Поэтому, когда я цитирую этот текст, я могу использовать собственный перевод Брэндона. If you're doing that carefully as a responsible student, there's nothing wrong with И that. если вы делаете это осторожно, как человек ответственный, изучающий Библию, в этом ничего плохого нет. You're simply becoming Bible translator yourself. Просто в таком случае вы сами становитесь переводчиком Библии. Okay, I want to do a small but I think the interesting activity with you. А теперь я хотела бы сделать, провести небольшое такое упражнение, небольшое, но, как мне кажется, интересное. We have the New Russian translation here. Здесь я принес новый русский перевод. So if you don't have one with you, Если у вас не новый русский перевод, то возьмите сейчас себе книгу. Turn number 6 because they didn't copy it. yeah, it's just it's an instrument. Всё? Какой из них смысловой, а какой дословный? Новый русский это Смысловой. А синодальный дословный. Да? Yeah. Okay. Number 6 is just the Bible translations are instruments. Перевод Библии — это инструменты. Okay, let's just experience this together. Итак, давайте вместе проэкспериментируем. Или проделаем это вместе. All right. I want you to take a minute or two. Итак, сейчас, в ближайшие несколько минут, Read Ephesians 4:1-16 to yourself. прочитайте про себя отрывок Ефесянам 4 с 1 по 16 стих. Всем достались Библии или есть еще?
We might need to share. Поделитесь, потому что нам не That's хватает. the only box I have. Это единственное у нас коллекция. Okay, yeah, there should be more. Сейчас я посмотрю, сколько не хватает. Лишних нет? Одна, вторая, да? Дай книжку. Да, есть еще? Остались? Нет, не поделись, если не хватит. Вначале синодального перевода, а потом снова. Как у кого? Возьмите. У нас разные есть. Это всех индивидуальные? No, I got. Нет, уже все достали. Ну, сейчас тут 4-5 принеси, чтобы были. So first read it in your synodal version, Давайте сначала прочтите в синодальном переводе этот отрывок, and then read it in the Russian to а yourself. потом в новом русском переводе прочтите. And then I want you to think about these questions. И потом, когда прочтете, подумайте над следующими вопросами. In a few minutes, let's share your answers to А these потом поделитесь своими впечатлениями, своими ответами на эти вопросы. Итак, в синодальном читайте, а потом в новом читайте. И потом только вот поговорите. Прочитали? 16. 1 through Вот 16. 16. Ephesians 4, 1 through 16. 1 по 16. Да. Should really be new ones by now. Уже сейчас нужно уже новый читать. Don't spend too long on this. Старайтесь не слишком затягивать это задание. Всех хватило? Две минуты вам осталось.
Okay. If you didn't finish, that's okay. Если вы не закончили, ничего страшного. It's an interesting activity. Отложите уже пару книг, это просто интересное такое упражнение. What kind of differences stood out to you? Так что вы сразу заметили, какие отличия? То, что под землю там ветхом говорится, да, а тут лучше, да, преисподня и земля, конкретная земля. Interesting. Интересно, да? Для меня сценарии были старые, тут современные были как четче, быстрее понимаешь. Более понятно. Потому что сценарий нужно думать дольше, чем современным для меня. Даже по чтению, да, быстрее, скорость чтения, чем синодальный, медленнее, чем современный, быстрее. Да. You think about the Bible was written, Paul wrote this letter, and he didn't send it to everyone's home address. It was read to the church out loud. И вы подумайте о том, что когда Павел писал это послание, он же не адресовал ее индивидуально, как бы на адрес каждого отдельного христианина. Он адресовал церкви, и там оно читалось всем. So it needed to be something that you could listen to and understand. То есть поэтому должно было быть написано таким языком, чтобы при прочтении было понятно. What other thoughts? Еще какие мысли возникли? And I want to say that doesn't make one right or wrong. Еще раз хочу подчеркнуть, я не пытаюсь сказать, что один хороший, а другой плохой. What other thoughts? Ну какие мысли сразу, отличия, что еще? Просто понятно, что является писалом, то есть из кавычки все время приводится к остатку. Shows its quotation of the song. В новом переводе цифры мешают. Oh, because they're inside the text? Потому что они внутри текста, да? Yeah. По последнему вопросу, хоть и различия есть такие, но не возникает желания глубоких исследований, потому что они подтверждают друг друга, не открывают. These ones. They complement each other. They help them Подтверждают. So in this one, there's not a big question. То есть не возникает какой-то вопрос, как бы, а как же на самом деле? In this section. В этом разделе. Они дополняют, раскрывают. Современный перевод, мне видно больше общую картину вещи, то есть тут как отдельные слова, вот, например, во втором стихе, там, долготерпение, то есть как-то здесь более четче ситуация. Меру каждого члена отвечает дальше, ну, то есть стараешься понять. Здесь вот все начало до конца все понятно. Дело в том, что современные слова, те, что мы используем легко и свободно, в синодальном соединении со славянскими словами. Назад, и вот это вот создают какие-то ломкости вот эти места. А это читается плавно и лучше запоминается, бегло, более бегло. Did anyone prefer the synodal version? Just personal preference. Did you Right prefer now, the actually, this reading. this reading? Вот прочтя этот отрывок, есть здесь такие, которые все-таки предпочли бы синодальный перевод. Все-таки синодальный больше бы понравился. So what is it about it that makes you Да, feel почему? connected Вот to мне that? посмотрите, да, почему? Я могу назвать причину. Еще когда в Полтаве мне попались две Библии, эту Библию я просто не вижу. Цитировать красивый синодальный перевод. Поэтому я взял в руки эту и стал читать. Более торжественно льется, там более как-то поэтично все это. Цитировать больше, да, красивее синодальный, чем современный. Синодальный красивее звучит, да. So I would say I would give you the challenge when you are choosing to share God's word to ask yourself, am I doing this so that it'll sound nicer, or am I doing it so that it's more understandable? Но тоже тогда вам вот такой тоже вопрос, чтобы задумались, когда вы делитесь с кем-то Божьим Словом, задумайтесь, какой перевод вы хотите использовать и почему. Потому ли, что он звучит красивее или потому, что человеку будет понятно. And I'm not saying don't use the synodal. И я ни в коем случае не говорю, что не пользуйтесь синодальным. Check your motives. Я просто говорю, что вы тоже свои мотивы стараетесь Do I исследовать. want them to be impressed with the sound or impressed with the word? Чем я хочу поразить людей? Звучанием или смыслом A слова? different situation might call for a different version. Но ситуации могут быть разными, поэтому в разных ситуациях, возможно, будет подходить
Разный перевод. Да, мне кажется, это зависит от человека, с которым мы будем общаться. Yeah. Некоторые люди могут, ну, как в принципе сегодня уже говорилось, подумать, что это вообще какая-то другая. Синодальный побуждает размышлять. Yeah. And that's a good thing. И это хорошо. It's good to have to slow down and think. Это хорошо, what когда does вы this mean? читаете и делаете паузу для того, чтобы размышлять, а что имеется в виду. That's good Bible study. Это хорошее изучение, Alright, для изучения Библии. Let's do one more. Еще одно We упражнение, have еще a одно quick thing to чтение. do before we finish. Нам нужно кое-что быстро сделать, до того, как мы сегодня закончим. This is a much shorter verse. Or Сейчас будет section. отрывок намного короче. Russian Psalm 22. 22-й псалом. Мы зачитали тоже 17 стиха. Здесь написано, синодальном я говорили заклинаю, это такой преувеличенный стих. А здесь поэтому я заявляю и настаиваю. Okay, read through Psalm 22 in Russian and synodal, and then. Давайте, прочтите, пожалуйста, сейчас быстренько этот псалом сначала на синодальном, затем современно 22-й псалом. И Okay, what are your thoughts? Мысли ваши какие? Is it hard to read it when you already know the other words? Сложно читать синодальный, когда вы его уже хорошо знаете. Like in another version. А трудно ли читать теперь этот текст в новом переводе, хотя вы хорошо текст знаете? Не трудно, просто есть разница в слове «подкрепляет» и «ожидает». These I can't answer these Russian. Я вам на таком Я вообще One is sustains, another word is gives life. просто, ну вот, допустим, синодально написано «подкрепляет душу мою», а в новом переводе он душу мою ожидает. В принципе, это разные вещи. Now see, this is exactly why we look at two, Именно поэтому и нужно поговорить два. and we see that and go, Вы we увидели should этот look more вопрос? at what this Это word значит, is. надо посмотреть, что же And then конкретно там за слово стоит. Then let's say, for example, the synodal version is not the best word. И предположим, что в синодальном не совсем подходящее слово. Then when you're teaching or preaching and you get to this word, you say, Тогда this в isn't exactly своей right. проповеди или уроке вы можете сказать, но это не совсем точное слово. All right, this is a fun exercise. Nasty's last comment. Последний комментарий, Настя. Ну вот я заметила то, что разница в возрасте. Люди, которые молодые, они больше почему-то им легче воспринимать современный перевод. И еще разница в том, какой первый ваш был перевод. То есть если мой перевод был современный, я настолько привыкла к современному, что синодальный для меня очень трудный. И я только сейчас перешла на синодальный, потому что действительно его лучше изучать более конкретно.
И поэтому, наверное, кто-то говорит о том, что синодальный красивее, потому что, может быть, не первый начинали. Right, and it is. It's Совершенно what верно. you're used to. Это то, Your к чему experience ты determines the привык. reality. Помните, мы говорили, опыт определяет реальность. Okay. Еще коли ти цитуєш Писання, дуже багато людей може спіткнутися, що ти процитував современний перевод, ти неправильно, і там ще там ні, ну так. А коли ти синодальний, взагалі прийнятий, що ти більше довіряють. І я вже з цим сталкувалася, коли там додому привозила Біблію, коли був современний перевод, вони просто не читали, коли це якась не та, це не ті, там, не знаю, його переводили. А коли приводиш синодальний, то вже читають. Авторитетність. Одно слово можно? Вот я начинал изучение своего синодального перевода, да, Библии, то после синодального вот это, кажется, не переводом, а больше пересказом. Да. Yeah, it has that feeling. Yeah. Да, то есть это вот чувство такое, которое возникает. Okay, if you do not have that Bible and you want it, you can have that Если у copy. кого-то из вас еще нет современного нового русского перевода, можете оставить If себе not, just leave it here. ту копию, которую я вам раздал. Если нет, оставьте, пожалуйста, на партах. Before I show you a couple things on my computer, Перед тем, как показать вам несколько вещей на компьютере, I want to tell you that if you happen to meet somebody on Friday у who меня asks пару you, слов вам советов по поводу вашей возможной встречи в пятницу. sometimes people just ask, like, what are the 3 translation types? Иногда люди могут вас спросить, а какие есть 3 вида перевода? They just ask that sometimes, and Ну, you знаете, should ни be с того ready ни for с сего спросят у вас, будьте готовы ответить на этот вопрос. 3 things. Какие это 3 вида перевода могут быть? Okay, I want to give you a few resources for Также Bible study. хочу вам предложить 3 возможных вот таких ресурса для изучения Библии. And all these exist in the internet. Это то, что можно найти в интернете. Okay, for Bible, it's great to use different translations, Ну, во-первых, хорошо использовать разные переводы, but it's hard to find a lot of different translations. но бывает трудно найти разные переводы. Here is a good website for Вот it. хорошая очень веб-страница. bible.com/bible.com/ru. Можете записать. On this website, На этой странице you have every translation in any language. можно найти любые переводы на любые языки. What's very interesting here is you see I have open parallel. Здесь я, видите, могу открыть параллельные. So on one side I have the synodal С одной version. стороны у меня синодальный перевод, Then here I have a list of all the Russian translations. а I can здесь я compare. могу выбрать любой русский перевод, который есть. There is Slovo Жизни, Вот which слово жизни. is the new Russian Это translation. вот новый русский перевод. Yeah. Это вот то, что у вас есть. So I can compare those two. But then there are also, Сравнивать. as you can see, many other Но New есть и другие. Testaments. Видите, сколько много разных на русский. This is a good place to go. I know there are other places to go, but here's some Хорошая recommend for очень you. ссылочка, можно здесь ее использовать. Она есть и другие, но это тоже очень хорошие. This has a good interface Здесь и хороший интерфейс, and free app for iPhone, Android, and Windows phones. и бесплатное приложение для iPhone, для Windows. And it is, you know, it's their app, this app, if it's made by Life Church TV. That's the company, the church. И это сделано, да, как бы эти все сделанные программы Life Church TV, так So that's называется. how you can recognize it in an app store. И если вы вот покупаете какое-то приложение, то именно вот для этой программы там будет написано Life Church TV. All right, here is a simple Greek reference tool. Вот вам очень хочу дать очень простой ресурс для вот, работы с греческим языком. BibleZoom.ru. BibleZoom.ru. I really like this website. Мне очень нравится этот веб-ресурс. So, for example, we have here on the left, we have the books of the Bible. Видите, слева перечислены книги Библии. We'll choose Matthew, Вот я выберу Матфея, chapter 5. 5 главу. And in the middle here, we have an interlinear Greek and Russian. А дальше идет подстроченный перевод с греческого на русский. And on the right side, it gives you one of
Russian translations. Один из русских переводов идет. So we look at Matthew 25, 27, and 28. Можно посмотреть Матфея 25, 27, 6, 27. Matthew 5, 27, 28. Смотрим Матфея 5 главу, стихи 27-28. Jesus says, "You've heard that it is said you should not commit adultery." Иисус говорит, вы слышали, что сказано, не прелюбодействуй. But then he says, "I tell you, anyone who looks at a woman with lust." А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением. And I think, well, that's an interesting word. What does that word mean? И кто-то может спросить, что это значит с вожделением, какое интересное слово. And so I can look right here, И здесь мы смотрим, and here is that word, and it's caught in вот это Greek. слово. So I click on that word. Мы на него Up here it наводим. gives me all about the И word. здесь нам рассказывается все об этом слове. So it's a verb in the aorist tense. Это глагол во времени аист. But then down here, it'll even give us the Здесь pronunciation of даже the Greek дают word. возможное произношение. The number, you can look up this word in Strong's Concordance, Strong's Bible. Есть вот конкорда, Стронга, такой вот словарь, и там вот под этим номером можно найти это слово, где можно его произучать. Here it gives you the different ways it's been translated. Вот разные переводы этого слова. And then here's some dictionary definitions Вот of this словарное word. определение слова. But then down here, I really like this part. А вот мне то, что особенно нравится. Because it shows you where it's been where that exact word has been Все used in other места, places. где используется точно такое же слово. What does that word mean that Что Jesus же used? это слово означает, которое здесь Иисус использует? That we use for lust. Которое мы переводим как вожделение. What does that mean? Что это значит? Yes, is it good or bad? Это хорошо или плохо? Для чего ты желаешь? That's right. Совершенно верно. That's right. And so one of the verses that use that exact word. Например, это слово используется в другом стихе. So I can just put my mouse right here and it'll show me that verse. И вот, допустим, вот один из таких стихов, где используется абсолютно это же слово. And it says that Jesus actually lusted to share the Lord's Supper with his disciples. Там, допустим, есть один стих, где говорит, что Иисус возжелал есть вечерю со своими учениками. So yeah, То же самое слово. this exact same word used in different contexts. Возжелал, да, как бы одно и то же слово переведено как вожделение, а там возжелал, хотя то же самое слово. It's interesting to be able to see how did they change the translation based on Посмотрите, the как они context. поменяли перевод в зависимости от того, о чем идет речь. Okay, a few other notes here. Еще несколько моментов. Bible dictionaries, commentaries, these are classic names with Вот that. тоже следующие как бы источники хорошие, библейские словари, комментарии, это классика, это классические ресурсы. Eric Newstrom, Эрика Matthew Нёстрова, Henry, William Мэтью Barclay. Генри и Вильяма Баркли. This list will come back up in a second. Hold on, don't Этот freak список out. сейчас еще раз появится, вы не переживайте, успеете But then записать. here's a very interesting Bible dictionary online, allbible.info. В режиме онлайн очень интересный библейский словарь allbible.info. We have a Bible dictionary on the site. Здесь есть и библейский словарь. So here are words and words and words. Все разные слова, видите? And let's pick something. Сейчас выберите что-нибудь. Should we pick? Doesn't matter. A lot of names. in Видите, here. сколько имен. Anyway, we pick anything, Любое выберите. and it gives you a little bit about it. И вот немножечко об этом слове. That gives you links for where it's found. It gives Говорится, где упоминается это слово. and all this is at the top. See, it's Видите, huge. сколько их здесь. And it gives you a little bit of history about words and things. Также небольшая история рядом с каждым словом, да, что оно означает, история. And it also has a basic Greek tool like Bible Zoom, but I like Bible Zoom better. Здесь тоже есть, вот, как бы на греческом языке можно изучать как Bible Zoom, но если изучать на греческом, Bible Zoom мне нравится больше. Okay? Три. Yep.
Okay, Wikipedia is an awesome place to go for Bible study. Википедия – замечательный источник для изучения Библии. I'm being totally serious. Я вам на полном серьезе говорю. It gives you good background to the history of the book. Прекрасно рассказывает историю книги, исторический фон. Gives you dates and things that are interesting to know. Дает вам важные даты, которые интересно знать. What I really like about it is it gives you kind of the information about what's like hot topics, what's questions that. Интересно мне, почему не нравится Википедия. Там упоминаются разные спорные вопросы. Controversial topics where maybe people don't agree on the date it was written. Например, если есть какие-то спорные моменты, там упоминается, что, допустим, есть разногласия в датировке. Or when there is doubt about the authorship of a book. Или есть сомнения в авторстве книги. I don't always even agree with what's written there. Я не всегда согласна с тем, что написано в Википедии. But it's good to know what other people are Но это saying полезная about it. информация, знать, что другие говорят или думают о чем. Especially since so many people get their information from them. Особенно учитывая то, что многие люди черпают свою информацию именно из Википедии. So it's definitely a good source. То есть это хороший источник. But I do want to make a comment. You should already know this. Warning about using the internet. Но я хочу в заключение все-таки слова сказать предостережение по поводу использования интернета. Я уверена, что многие это уже знают. Поймите, что в интернете каждый человек может высказывать все, что он хочет. So we need to be critical readers, critical Поэтому thinkers. нужно научиться критично читать и критично мыслить. Ask exegetical questions. Задаваться экзегетическими вопросами. Who wrote this? Кто это написал? Why did they write it? Почему они это написали? I was looking at one. I was looking for bad translations in the Bible or something like that. Я как-то искал по теме плохие переводы Библии. And somebody was talking about how all of these places where we write Jesus, the original text actually says he. И один человек написал, что на самом деле в Библии везде, где у нас переведено слово Иисус, в оригинале слова Иисус нет, а везде стоит Он. And I thought, what's the big deal here? If we know it's Jesus, why can't we put Jesus? Я думаю, при чем тут это? Если мы знаем, что Он подразумевается Иисус, почему нельзя поставить Иисус? And as I looked at his site, he was a Jehovah's Witness. А потом я стала смотреть, кто он такой на его сайте, оказалось, что он свидетель Иеговы. Okay. Now I know what position this author is coming То есть from. я знаю, с какой теперь позиции он обо всем этом говорит. Be careful how he uses information. Поэтому нужно внимательно, осторожно использовать информацию. When you're studying a difficult topic, don't just use one commentary. И если вы изучаете сложный вопрос, не ограничивайтесь одним каким-то комментарием, Use a lot. толкователем одним. Используйте побольше информации. Beware of things you've never heard before. И особенно остерегайтесь вещей, которых вы раньше никогда не слышали. That is all. Это все. Today, please read nothing. Сегодня ничего, пожалуйста, не читайте. Use the extra time to memorize some of these things for your test. Сегодня используйте это время для того, чтобы кое-что подучить для теста. Все.